Форт Элвиш, он был перестроен в 17 веке, а до этого это была старинная постройка, и она как раз строилась с помощью зодчества, зудения и ваяния, воя, то есть с помощью звука. И у нас слова гати остались, но они все связаны со звуком. То есть никто не вытесывал камни, они их обрабатывали звуком. Резонансный звук, который всегда можно вызвать, он разрушает все. И если мы знаем меры вещей, в том числе и Земли, мы можем заставить эту Землю перемещаться с помощью резонансного звука в том направлении, в котором мы зададим. И не обязательно Земля. Может, это и камни, можно дробить эти камни. Опять же, все делалось с помощью резонансного звука, потому что резонанс, он разрушает. Понятно, что уже потом, когда начались у нас войны на земле, вот этот форт уже использовался для военных целей. А первоначальное значение, как правило, это чисто бытовое, то есть все формы, они влияют на людей. И эти формы, они вызывают в людях и соответствующие эмоции, и соответствующие способности. И поэтому раньше с формами дружили. Форма, рельеф, значит, здание, форма комнаты. Все влияет на человека. И звезда, она, как ни странно, напоминает снежинку, то есть высокую симметрию у воды. А вот эта форма, она создает, вот это уже тоже проведены эти исследования, структурирует воду в эти снежинки, как будто замерзшая вода, она очищается из этого, и она становится талой. А талая вода, она обладает целебными свойствами. И когда вы живете в таких формах, которые создают у вас уже эту целебность, вы не болеете. И вы живете столько, сколько хотите. Почему люди прошлого жили очень долго. Те же самые бойницы, которые слишком узкие для тех же артиллерийских орудий, они имели совсем другое назначение. Например, для передачи воды, которая находилась во рве вокруг этого форта и поднималась под действием разности, например, температур. С одной стороны, а с другой стороны специальные трубы, которые как капиллярные явления работают, могли вытаскивать эту воду на высоту. Вот. То есть мы сейчас эти капиллярные явления не используем, как не используем атмосферное электричество, которое использовалось нашими предками еще в XIX веке. Вот. Потому что у нас были и трамваи, и в то время, которые без дуг и проводов двигались, они использовали как раз атмосферное электричество. Вот. Техника была совсем иной, не такой. И использовался еще вот в XVIII веке, во всяком случае, использовался еще флогистон, который нам потом запретили использовать. А в XIX еще использовался теплород, на котором были построены и телетайпы, и телефоны. И только в XX веке, в конце XIX века появилась вот современная телефония, современные такие телетайпы. Ну, они уже сейчас, конечно, отошли в прошлое, но они работали уже на электричестве, не на теплороде. Тем не менее, значит, остались и выставки, фотографии, выставки. Описаний нет. Но по фотографиям можно судить, что цивилизация, которая была еще совсем недавно, была совсем иной, не такой, как наша. Вот смотрите, форт, ведь он окружен рвом всего 50 сантиметров. Это не та преграда, которая может сдержать войско. Понятно, что это резервуар для концентрации воды. У нас сейчас такие технологии уже известны, когда из воздуха при определенной разности потенциалов начинает образовываться вода. И здесь то же самое было использовано. В плюс еще
Значит, форт построен по принципу батареи. То есть в центре находится сооружение в виде цистерны, которое можно считать электродом. И он именно давал высокое напряжение, мог давать высокое напряжение. И, в общем-то, исследователи сейчас склонны к этому в силу уже накопившихся данных по градостроительству древности. И поэтому этот форт можно рассматривать как сама себя обеспечивающаяся структура, которая, значит, получала энергию и могла качать воду, то же самое, полученную из атмосферы, вот, без, значит, достижения, значит, бурильными установками грунтовых вод. Структура этого форта напоминает батарейку, круглую батарейку, где в центре тоже находится у нас электрод, а по бокам, значит, находится эта стена.